Эта пещера в Карибском бассейне просто кишит летучими мышами. Более миллиона особей обитают в этой пещере. В отличие от других пещер, в которых обычно прохладно, в этой, наоборот, тепло. Тепло тел миллионов мышей поднимает внутреннюю температуру пещеры до 40 градусов по Цельсию. Так они экономят энергию. С приходом темноты все они устремляются на охоту. Но и на них ведется охота. Пещерный удав забрался в пещеру и готов кого-нибудь поймать. Но это сделать нелегко, когда вокруг беспорядочно летают тысячи летучих мышей. Удав полагается не на свое зрение, а на свои органы чувств. Он чувствует тепло их тел, и это выглядит примерно вот так. Змея обязательно кого-то поймает и, проглотив добычу, может не есть несколько дней. Затем она вернется сюда снова. Пещеры – любимое место обитания летучих мышей. Там темно, сыро и относительно безопасно. Миллионы летучих мышей покрывают потолки некоторых пещер. Испражняются они там же, и со временем под ними образовывается огромная куча экскрементов. Эти люди идут прямо по ним. Отходы копились здесь тысячи лет и стали домом для миллионов тараканов. Для них это идеальное условие, и поэтому они расплодились здесь просто в невероятных количествах. Некоторые пещеры изолированы от внешнего мира настолько, что в них развивается своя особая экосистема. Здесь живут существа, которых не встретишь больше нигде. Например, в этой пещере в Намибии, которая называется пещера Дыхания Дракона, живет рыбка, обитающая только здесь. Пещера находится на глубине 60 метров под землей и представляет собой огромную камеру, заполненную водой. Здесь царит абсолютная темнота и холод. Это озеро – самое большое подземное озеро в мире. Водолазы опускались на 100 метров в глубину, но так и не достигли дна. Здесь тоже есть жизнь. Ученые обнаружили маленьких сомиков. Они абсолютно слепы, но у них прекрасно развиты другие органы чувств. Питаются они тем, что иногда падает на поверхность озера из внешнего мира. Это самая изолированная рыба в мире. Эти существа живут в полной темноте, и поэтому у них практически отсутствует пигментация кожи. Они все практически белые. Например, как этот краб. Или саламандра. Это уникальные животные, так как их встретить можно лишь в нескольких пещерах. Саламандра абсолютно слепа и охотится, опираясь на слух, обоняние и на малейшие колебания воды. Пищи в таких местах мало, и саламандра может обходиться без нее несколько месяцев. Но если что-то вкусное попадет, упускать это нельзя. Она чувствует себя здесь в безопасности. Единственным для нее врагом является солнечный свет. Если она на него попадет, то он буквально сожжет ее чувствительную кожу. В Новой Зеландии есть сказочная пещера, потолок которой украшают множество огней.
просто волшебное место. И если присмотреться поближе, то можно увидеть красивые нити, свисающие с потолка пещеры. Нет, это не украшение. Это смертельная ловушка для насекомых. Их сделали светящиеся черви. Для того, чтобы ловить залетающих насекомых. Эти нити липкие как клей, и насекомое, попадая в них, прилипает и не может выбраться. Известно, что многие насекомые летят на свет, поэтому черви с помощью химической реакции излучают свет. И чем голоднее червь, тем больше света он излучает. А червей в этой пещере тысячи, поэтому кажется, что ты попал в какое-то сказочное место. Так и есть, но для насекомых это адское место. Попав в такую ловушку, насекомое обречено. Червь медленно подтягивает жертву, при этом он выключает свет, чтобы экономить энергию. А затем высосет из нее все соки. Попав в такую пещеру и любуясь ее красотой, помните, что она просто кишит червями и липкими нитями, свисающими почти на метр вниз. Когда-то очень давно здесь протекал лавовый поток. Когда он застыл, то осталась пустая область, образовавшая пещеру. Здесь сыро, очень холодно и полная темнота. Но и в таких условиях есть жизнь. Это местный паук. У него есть глаза, но они почти не функционируют. Здесь есть особый вид сверчков. Уховертки, многоножки и некоторые другие животные. Живя в темноте, они потеряли свои глаза и цвет. Все это пища для нашего паука. При охоте он ориентируется на малейшие колебания воздуха. Его атаки точны. Пищи здесь мало, и поэтому есть приходится редко. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.